Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж. Большой футбол, большой финал возвращается на мой канал. Сегодня у нас Юве против Пармы, финал Лиги Европы, самой большой, самой авторитетной группы по турнирам в РУ-сообществе. Конечно же, это турниры номер 1. Ссылка на нее в описании и закрепленном комментарии. Переходи, читай, участвуй, попадай в финал и попадай на мой канал. Да, не Лига Чемпионов, конечно же, Лига Чемпионов будет, тем не менее, Лига Европы, и я уверен, ребята покажут достойный футбол. Итак, Ювентус у нас представляет Николай Авдалян, а за Парму играет Артем Пирожков. Посмотрим, кто кого. Две итальянские, так сказать, команды, две итальянские эмблемы. При этом выделяем тренеров. Я думаю, вы и сами можете понять, какими стилями ребята играют. Зейтлер — это Клоп, это у нас быстрая контратака, а Валбуена — это у нас Симеоне. Если я не ошибаюсь, это длинная контра, которую катаю обычно я. Начинает у нас Парма с центра поля. У Пармы очень красивая форма. Интересно, что он мне так нравится? Желтый, синий. Хрен его знает. Но перехват от Ювентуса. Де Брюйне уже подключается. Причем выделим, что один товарищ у нас играет схемой, в принципе, достаточно стандартной. Да, 4-2-1-3. Вот. А у второго 5 защитников. И там 5-3-2. Что, в принципе, будет интересно. Не часто я такую схему, в принципе, вижу в матчах, и тем более не часто я такую схему вижу в финалах турниров. Но пока что Николай контролирует мяч и развивает свою атаку. Салах на правом фланге пытался отдать на Канцело, который должен был подключиться, но Парма мяч перехватывает, и Артем начинает свою атаку. Румениги отдает на Криро, передача не проходит, не подключает фланг, тем не менее Парма пока что сохраняет мяч. Криштиану Роналду отдает на Робертсона, должна была быть ошеломительная подача, но кто-то влазит в офсайд, судя по всему. Жаль, конечно, могло из этой атаки получиться что-то интересное, что-то действительно хорошее, но не вышло. Канцело сходу закидывает вперед на Мбаппе. Здесь, конечно, с ним справляется Рюдигер, но, тем не менее, мяч остается у Ювентуса пока что. Неймар подключает Робертсона, разыгрывает с Робертсоном. Будет ли подключение дальше Робертсона? Да, в принципе, оно читалось, но мяч футболисты Пармы перехватывают. Передача на Гуллета. Артем летит в атаку, и давайте смотреть, что он нам будет интересно предлагать. Хороший забросик на Румениги, но справляется защита, и мяч у Ювентуса. Тонали отдает на Неймара. Николай потихонечку крутит свою, раскручивает пружину, и Де Брюйне подключает Неймара. Нет, справляется все-таки защита. 5 защитников, конечно, проходить в нашей игре сложно. Тем не менее, есть минусы в атаке. Поэтому много забитых мячей, у меня, по крайней мере, с такой схемой не получается. Шикарный заброс на Де Брюйне, но немножечко бельгиец не дотягивается до мяча. Если бы замыкал, Касильясу, конечно, было бы не очень приятно. Тем временем почти полтайма у нас первого сыграли. Особо без опасных моментов. Тут, по сути, все-таки один только заброс на Де Брюйне. Хорошая передача Румениги. Сразу же он отдавал на Криро, но немножечко защитник оказался быстрее, вставил ногу, и передача не дошла. В принципе, ребята играют, вот что называется, атака на атаку, но пока до завершения, до какого-то прям очень опасного момента дело не доходит. У Робертсона достаточно времени, зря, мне кажется, отдавал здесь передачу, можно было навешивать, я думаю, там бы ребята что-то придумывали. Тем не менее, Ювентус пока что мяч сохраняет, Канцело, передача на Де Брюйне, пытаются мельчить, но защита перехватывает, защита пока что смотрится очень надежно. В центр поля ребята, в принципе, проходят достаточно уверенно, а вот с завершением, так сказать, с последней передачей есть некоторые вопросы. Недвед, ошеломительная подача, слишком близко к вратарю, ой-ой-ой, но мог здесь Чех ошибаться. Реально мог и в свои ворота закидывать, вы знаете, у нас такие моменты есть. Тем не менее, Артем у нас будет подавать угловой, вот таким вот образом. Криро хорошо играет головой, на Джерарда удар нет, там защита блокирует. Да, здесь Джерард, конечно, мог забивать, если бы, конечно, не попал в защитника. Тем не менее, Артем продолжает свою атаку, Чех здесь первый на мяче, хотя Джерард пытался сделать ошеломительный навес, а я бы, на самом деле, в принципе, лучше ошеломительно замыкал бы с этой позиции. Да, угол достаточно большой, но такое у нас залетает. Ювентус уже бежит, Мбаппе отдает на Салаха, Салах сохраняет мяч, но вот опять слишком, мне кажется, Николай мельчит с пасом. Тем не менее, не мне его учить, он в финале Лиги Европы, я там был один раз, я его выиграл, и это было хрен знает когда. На самом деле, многие этого даже и не помнят. Вот, единственный мой трофей, в общем-то, в этой группе. Еще и это было действительно далеко не в 20-й, даже не в 21-й части, по-моему, в 20-й, если я не ошибаюсь. Касильяс
Вильяс мяч забирает, далекий заброс на Криштиану Роналду, он может как раз побороться, но против него Ван Дейк, который и повыше, и покорпусней. Мбаппе, Мальдини мяч перехватывает. Вот слишком, по-моему, слишком действительно мелко с пасом. Здесь, ну, скорее всего, просто нечаянно прожал удар и не успел отменить. Само собой, этот мяч не идет в ворота, не идет даже близко в ворота. И, собственно, Де Брюйне расстраивается. Как, я думаю, расстраивается и Николай. В принципе, там был перехват, и можно было что-то из этой атаки придумать. Неста делает забросик на Криро. Криро, нет, не получается у него сохранить мяч для Пармы. Салах отдает нам Мбаппе в центр. Куда дальше? Да, есть, конечно же, у нас левый фланг Казимира. Вот, на самом деле, вот я бы здесь делал небольшие паузы. Робертсон, ну подавай! Не получается подать, защитник мяч блокирует, тем не менее, мяч все еще у Пармы. Нет, тут перехвачен Пармой. Передача на Джерарда. Джерард мяч здесь не догонит. Тамори оказывается быстрее. Что ж, первый тайм у нас не был особо интересен, не был особо ярок по ударам. Вы видите 1-1, 1-0. Ребята понимают, что цена ошибки очень велика. И действительно достаточно легко, что один, что второй проходят в центр поля. Но вот до завершения не доходят. Слишком мельчат с пасом и защита перехватывает. Тут и защита играет надежно, и в общем-то, сами игроки. Интересное решение выпускать Кьезу на атакующего полузащитника, у которого, в принципе, эта позиция даже не родная. Дальше у нас выходит Роналдиньо. И третья замена будет. Ну, рановато на самом деле в первом тайме делать замены, ну, в смысле в перерыве делать замены после первого тайма. Но, как вы видите, схема у нас меняется в 3 атакующих полузащитника. Интересно, Артем, интересно вот действительно наблюдать за твоими тактическими расстановками, скорее всего. То есть, по сути, сейчас у Артема нет центральных и нет опорников. У него есть 2 нападающих, 3 атакующих и 5 защитников. Ну, посмотрим, сможет ли это дать плоды и сможет ли эта перестройка на что-то повлиять. Но вот Кьеза прям для меня удивительная замена. Я, в принципе, когда его увидел на замене, думаю, ну, правый нападающий, ну, типа, а куда он его выпускать будет? Но вот такой вот ход. Посмотрим, даст ли это результаты. Арнольд скидывает мяч на Кьезу, как раз новичок, так сказать, молодой, свежий, который вышел, но атака ничем, к сожалению, не продолжилась. Передача на Мбаппе, много, конечно, 5 защитников, сложно прорвать эту линию обороны, и здесь, наверное, нужно искать какие-то разрезающие передачи с забеганиями и не слишком мельчить. Вот она пошла, Неймар. Нет, Рюдигер оказывается первый на мяче, кстати, да, можно выделить, что Рюдигер за номинальные контракты много у кого есть, и если вы до сих пор 5 свою не потратили, его не взяли, то его стоит взять. Кстати, номинальные скоро обновятся, и я надеюсь, там будет новый хороший набор игроков. Мальдини отдает на Салаха, вон сразу же забегание Мбаппе прорывается, сложно будет. Нет, все-таки Мальдини справляется, оттесняет Мбаппе корпусом, и Мбаппе 1 на 1 не выскочил. А в 21-й он бы уходил, как ракета просто. Но сейчас у нас чуть другая физика и чуть другое творится на поле. Передача на Кьезу, он толкается с Робертсоном. Робертсон мяч не сохраняет. Будет вбрасывание за боковой линии. Тем временем 2/3 матча у нас прошло. Тут реально попахивает и дополнительным временем. Ребятам очень боятся ошибиться, и это на самом деле абсолютно логично. В таких матчах ошибаться нельзя. Здесь один мяч может решить все. Что ж, выходит у нас Холланд, да, супер замена, но мне кажется, немножко рано она сделана, потому что супер замена работает с 60 плюс минуты. Ну, про это Konami как-то писали, но опять же особо официальной информации нет. А сейчас у нас 59-я, и как бы, да, там дело нескольких секунд, но мне кажется, что тут четко идет ограничение, что вот, 57-я, простите, вот. Что тут четко идет ограничение, нужно конкретно 60+. Поэтому суперзамена, как мне кажется, может не сработать. Но, опять же, доказательств у меня нет, поэтому утверждать я все это дело не буду. Ну, а Konami, как вы знаете, с нами инфой хрен делятся, из них вообще что-то путевое абсолютно не вытащишь. Раньше хотя бы можно было сторонними программами там смотреть числа, изменения. Сейчас, к сожалению, этого нет. Ну, или я, по крайней мере, этого не умею. Передача на Холланда, Ван Дейк справляется, и Робертсон по левому флангу начинает атаку Ювентуса. Передача на Кройфа, да, Кройф вышел у нас за Ювентус. Сане отдает на Криштиану Роналдо. Вот не нужен был этот пас, но видел же ты, что защитник перекрывает, а Сане еще не успевает забежать ему за спину. Но я понимаю, да, в таких моментах я часто туплю, часто ошибаюсь, не всегда выдерживаю нужные паузы, а как мне кажется, вот 23-я часть, ну и 22-я, да, и 23-я, они, в принципе, у нас одинаковые. В принципе, это игра про паузы.
тут именно вовремя нужно вот эту полсекунды паузы выдержать, и тогда и передачи будут проходить, и твои защитники, защитники, нападающие, будут вовремя двигаться на нужную позицию. Передача на Ляо. Недвед, удар издалека, конечно же, он вопросов у Чеха вообще не вызывает. 20 минут у нас остается до конца, и пока что ворота не распечатали. Неймар прорывается, отдает передачу на Сане, до Сане мяч не доходит, Робертсон надежно играет. Касилья сразу же выносит на Александра Арнольда. Есть у нас правый фланг у Пармы, но... ошеломительная передача пошла, Холланд выигрывает верховую борьбу, Кьеза подхватывает, я понял, что делал Артем, к сожалению, он думал, что будет перехват, поэтому сразу пытался отдать передачу, а там нужно было на самом деле просто пробегать дальше, но, как вы знаете, удар еще отменить можно, а пас, к сожалению, не отменишь. Передача на Сане пятка красивая, подключает Канцело, и вот снова спешит, снова немножечко Николай спешит, вы так легко проходите центр. Почему вот в атаке вы начинаете тушеваться, что один, что второй, и, собственно, совершать вот такие вот ошибки? Делайте паузы, господа. Вся наша жизнь состоит из пауз. Передача на Неймара. Неймар отдает на Рюдигера. Рюдигер сразу же подключает Роналдиньо. Недвед. Так, смотрим на забегание. Есть Кьеза, Холланд, Ляо. Вот здесь вот все правильно. Вот здесь все правильно. Тут должен Холланд распечатывать. Да, и Парма забивает. Парма все-таки открывает счет. Артем на 82-й минуте все-таки забивает 1 гол. Тем не менее, да, я говорил, что суперзамена может не сработать. Тем не менее, Холланд забил. Конечно, защитникам с ним сложно. Большой, здоровый, толкается, все дела. И вот здесь вот было разыграно все действительно как по нотам. Прям с нужными паузами, прям нужно открывался. Здесь все отлично, здесь вот все вообще без вариантов. И 7 минут есть у Николая, чтобы отыграться. Посмотрим, сможет ли он это сделать. Но мяч у Пармы идет ошеломительный навес, точнее, ошеломительный заброс, назовем это так. Тонали отдает на Канцело. Вот здесь правильно, вот забегание Сане. Да, есть забегание Канцело. Хорошее забегание. Охренеть. Счет сравнен. Да, тут я понимаю, уже на эмоциях Николай пропустил повторы. Жалко, конечно. Но я думал, передача не пройдет. Вот честное слово, там я бы уже за Канцело пробивал. Нет, он все равно замельчил с пасом. И этот мелкий пас все-таки прошел. Вот так вот. Прям дополнительное время, судя по всему, нас ждет. Потому что 89-я минута уже, скорее всего, Ювентусу атаку не дадут. Хотя нет, минуту добавят. Может быть, Ювентус еще доиграет атаку. Нет, срезка Пармы. Парма с мячом, Холланд отдает на Ляо, но он здесь один и не успевает развернуться, к сожалению. Да, звучит финальный свисток, 2 тайма ребята отбегали и пока что не решили, кто из них лучше. Ну, что хочется сказать, ударов не так много борьбы в центре поля, много брака уже на острие атаки, и нас сейчас ждут 2 15-минутки, которые, я уверен, пройдут достаточно весело, потому что уже игроки и подуставшие будут делать ошибки, да и я думаю, ребята здесь на нервах уже на пределе. Я знаю, как играются такие матчи. Вот, действительно, там и руки потеют, и экран уже заляпан, замацан. Вот, и интересная снова замена. Выходит у нас Перишич в центр поля. Да, действительно, Парма сегодня у нас демонстрирует интересный футбол, назовем это так, интересно-тактический футбол. Холланд отдает на Роналдиньо. Робертсон перехватывает мяч и сразу же подключает Кака. У Ювентуса у нас Кака выходит. Кройф, будет передача, нет, есть свободное пространство, можно развернуться. Передача на Кройфа, пытался он прорываться и почти получилось, но втыкается в корпус защитника. Ляо подключает Роналдиньо, он отдает на Холланда, и Кьеза начинает забег. Вот, наверное, зачем Кьеза в центре поля. Со скоростью у него все в порядке. Есть ошеломительная передача, но кого она ошеломила, мне кажется, вообще никого. Не попал он в такт игры, так сказать, и нападающий был уже ближе к воротам, чем летела передача. Казимира отдает на левый фланг, но передача не проходит. Снова справляется защита. Здесь Кройф перехватывает мяч в центре поля. Криро отдает на Сане. Сане подключает Кройфа. Где забегание? Сане, Криро хорошо уходил, но здесь Неста просто сносит нашего португальца и без фола забирает мяч. А в принципе, зная нашего судью, там и пенальти могло быть просто вообще без
без вариантов. Но я понимаю, что от ребят это не зависит, и, конечно же, такой отбор был не специально, но сносил классно. Кройфу дают достаточно много пространства, тем не менее, хорошую передачу отдать он не смог. Передача на Сане, тот пытался подключить к Криро, не вышло. Перишич начинает забрасывать мяч на Леау. Последняя атака Пармы у нас в этой 15-минутке. Старается он вывести Леау. Леау цепляется за мяч. Нет. Все-таки идет свисток, и там мяч, конечно, отлетал к защитнику, то есть мячом по факту владел уже Ювентус. Теперь Ювентус у нас начинает с центра поля. Еще 15 минут. Интересно, будут пенальти или нет. Ой, мучают меня ребята с такими финалами. Долго комментировать. Вы сами понимаете, нужно постоянно что-то говорить. Но вроде как я справляюсь. Вроде как вы даже это все неплохо смотрите. Почему бы и нет? Геймплей нужен. Не одни же паки снимать. Леао первый на мяче почти что оказывается. И с такой позиции, конечно, он бы пробивал очень даже убойно. Я бы тоже на месте Чеха сейчас немножечко материл своих защитников. Арнольд будет у нас подавать угловой. Нет, не Арнольд. Все-таки с левой ноги будет подаваться правый угловой. Я тоже стараюсь подавать левый с правой, а правый с левой. Мне почему-то так удобней. Короткий розыгрыш или все-таки подача? Давайте смотреть. Что-то Артем планирует. Что-то Артем задумал. Нет, все-таки идет подача на Холланда на ближнюю штангу, не оказывается он первый на мяче, не пробивает, тем не менее мяч у Пармы, снова подача, Кьеза нет, Кьеза маленький, не выпрыгнет он и не справится с защитой. Передача на Кройфа, хорошее подключение Сане, вот здесь вот в такт, вот здесь вот вовремя, Сане отдает на Кройфа, ой, коротенькая распасовочка, хорошая атака, и какой мяч, вот буквально на тоненького Кака забивает. Ну, это классно. 113-я минута, и Ювентус выходит вперед. Николай здесь, конечно, разыграл все, что называется, как по нотам. Мне нравятся вот эти новые празднования, которые нам добавили, когда на последних минутах забивается, вот всей командой радуется. Выглядит классно, выглядит здорово. Честно, я думал, все-таки будет перехват, а там, что называется, на миллиметрах было разыграно. И снова вот это вот короткими передачами, но разыграно классно. И Сане подхватил, и Кака, и, конечно, Кака пробил с левой ноги в ближний угол. Вратарь здесь не справился. Вроде и угол был большой, тем не менее, мяч в сетке, и 2-1 у нас загорается на табло. Да, прям в уголочек, тут слишком уж близкое расстояние, хороший удар, Касильяс не справился. Ну что ж, 1-2, и Артему нужно что-то делать. А вот что здесь делать, когда времени уже практически не остается, я, если честно, не знаю. Все 5 замен использованы, тут, по сути, игру не изменишь, поэтому нужно справляться тем, что есть. Посмотрим, сможет ли. Это всегда интересно. Пауза у нас немножечко затягивается. Сколько у нас там осталось? 7 минут, да? 6, по сути, минут. 6 минут, чтобы перевести матч в пенальти. Где лотерея? Ну, я уверен, Артем будет стараться, но пока что у него срезается передача и атака не проходит. Явно ребята будут дальше продолжать атаковать. Огромное им спасибо, что финалы выглядят именно так. Не знаю, это из-за того, что Кройф разворачивается, есть время подумать. Нет, Касильяс берет мяч сейчас. И, конечно, третий бы сейчас похоронил. Хотя, наверное, похоронил уже и второй. Слишком уж мало времени оставалось. Спасибо ребятам, что несмотря на то, что да, хочется выиграть, нужно там удержать счет, они продолжают атаковать, не перепасовываются на своей половине поля, и мы видим вот такие вот матчи. Ну что ж, я поздравляю Николая Авдаляна с победой в Лиге Европы, ждем его в финале Суперкубка. Как вы знаете, Суперкубок на канале тоже будет. Спасибо Артему Пирожкову за игру. Играли оба достойно, но тут немножечко повезло больше. Да, не было огромного количества голов, но были интересные тактические перестановки, было интересно за всем этим наблюдать. Ну и, конечно же, огромное спасибо за запись. Вот, надеюсь, вам такие матчи заходят. Ссылка на турнирную группу, повторюсь, в описании, в закрепленном комментарии. Заходи, читай условия, участвуй и попадай на мой канал. Да, хороший мяч и от Холланда, и от Кака. В общем, мне, в принципе, понравилось. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, как всегда, пока-пока.